я хочу напомнить такую картинку, которая получила название пирамиды Маслоу. Маслоу это американский ученый, психолог. Ему принадлежит вот такая иерархия потребностей человека. Он посчитал, что каждый человек живет, ну, исходя из определенной иерархии потребностей. И только тогда, когда значит, реализуются потребности низшего порядка, он переходит к высшему. Да? Что вот на самом низком уровне лежат чисто физиологические потребности там, в еде, в помещении, там, в доме, материальные и так далее. И как только они более-менее, так скажем, удовлетворяются, возникают потребности уже высшего порядка, более высокого. Это там, в безопасности, в принадлежности, любви, в уважении. Ну и высшая степень потребностей – это духовное самовыражение, самореализация и так далее. На самом деле критикуют эту пирамиду, что не совсем так они вот друг за другом эти следуют, и у кого-то, может быть, даже пересекаются эти слои пирамиды и так далее. Но, тем не менее, эта картинка позволяет хотя бы ранжировать, что они есть различные у каждого человека. И свойство потребности в том, что как раз они задают источник, они создают, значит, начало для того, чтобы человек что-то делал, осуществлял деятельность, либо профессиональную деятельность, либо учебную деятельность. То есть это истоки как раз обучения, в котором мы, собственно говоря, сегодня пытаемся разобраться. Ну вот толкование этой же пирамиды, но уже текстом. Здесь даны примеры как раз этих потребностей. Значит, низшие уровни физиологический голод, жажда, половое влечение и так подобное им. Безопасность – это комфорт, постоянство условий жизни. Социальные, значит, это вот общение, привязанность, забота, внимание к себе, совместная деятельность. Престижные – это вот самоуважение, признание, достижение успеха и так далее. Ну и духовное – это вот познание, самопознание, самовыражение, самоидентификация и так далее. Вот такие вот в системе потребностей Маслоу, значит, есть иерархии, которые мы можем и должны, наверное, учитывать, выстраивая обучение. Но все-таки, если мы потребности человека в образовании по-другому посмотрим, то мы увидим, что среди них есть как бы естественные, то есть те, которые в реальности существуют. Это вот двигаться, действовать, узнавать новое, проявлять себя, взаимодействовать с другими и так далее. А есть, ну, скажем так, искусственные, назовем их так, эти потребности. То есть они, как говорится, формальные. Например, получить отметку, сдать экзамен, получить тот или иной диплом, аттестат или там свидетельство, грамоту и так далее. То есть это как бы на самом деле они не, как говорится, не являются атрибутом образования ученика. Они просто сопровождают это образование. И иногда начинают играть самоценную роль. И когда ребенка спрашивают, что ты сегодня, какую отметку получил, не выясняя, за что получил он ее, вот это есть как раз вот переходит внимание такого родителя, например, от реальных действий, от реальных результатов ученика к формальным, к искусственным. И тогда происходит вот то, что мы называем отчуждением. То есть внимание уделяется не естественным, реальным, так сказать, образовательным процессам, а вот некоторым каким-то искусственным придуманным стимулам, да, вот бумажкам, отметкам и так далее. Поэтому важно понимать, на чем мы хотим строить образование человека, на естественных или на искусственных. Ну, может быть, даже на сочетании, конечно же, их и того, и другого, но, в общем-то, надо их отличать. Два понятия, которые нам необходимы. Вот потребность мы только что рассматривали, и стремление. Чем они отличаются, с чем они связаны. Ну, потребность человека она потенциальна, то есть она как бы может реализоваться
и у человека есть желание или, допустим, внутреннее для того, чтобы это перейти в реализацию, эту потребность свою, да, но приходит она как раз через стремление. Вот стремление это есть некий вектор движения человека, учащегося в контексте его личных целей. Это вот важно добавить, потому что на самом деле стремиться можно к тому, что ты определил сам. То есть к тому, что соотносится с твоими личностными смыслами. Поэтому стремление это не просто движение в любом направлении, а именно в том, который соответствует сообразно личным целям. Это вот важный момент, чтобы отличить стремление просто от какого-то перемещения ученика туда, куда ему скажут. Что такое стремление? Ну, во-первых, это внутренне обусловленная необходимость. То есть это нужно, да? Дальше это некоторая направленность к достижению цели. То есть если цель есть, то вот направление это и есть стремление, да? Побуждение к этой деятельности, желание, подкрепленное волей. То есть вот вся эта совокупность признаков, она и характеризует стремление человека. Ну и ученика, естественно, который является тоже человеком прежде всего. И переходя к ученику, уже к стремлениям ученика, опираясь на вот наши исследования, на наш опыт, мы выявили, что существует 5 основных ключевых стремлений ученика, который обучается, который занимается образованием. Эти стремления мы уже называли чуть раньше, когда говорили о модели образования и вот о познании мира. Да? Так вот, первое ключевое стремление в этой иерархии у нас это познавать. Желание, стремление познавать то, что вокруг, ну и себя на самом деле тоже. Да? Это такая когнитивная, научным языком, как говорится, ключевая устремленность. Второе стремление это стремление создавать, то есть что-то делать, чтобы было создано нечто новое. Это креативный уже, так сказать, элемент и стремление сделать свое. Что-то сделать, я сам, да, как говорит ребенок. Чтобы познавать и создавать, эти вещи нужно каким-то образом организовывать. Самому, либо с помощью кого-то еще. И поэтому третье стремление, оно такое может быть и вспомогательное, но иногда оно может и быть доминирующим. То есть это желание, стремление организовывать, то есть создавать что-то, предлагать, да, и предлагать другим ребятам, там, предлагать учителю, себе и так далее. И, естественно, достигать своих целей, своих планов, предложений своих. Дальше, человек социальное существо все-таки по своему прирождению, и ему нужно, хочется взаимодействовать с себе подобными или не совсем подобными. То есть он стремится к взаимодействию, к коммуникациям, и поэтому стремление взаимодействовать это такое отдельное ключевое стремление каждого ученика, на которое мы, если мы педагоги, должны обращать внимание. Ну и уже нельзя не исключить концептуальную такую основополагающую, так сказать, основополагающее стремление это видеть смысл, то есть отвечать на вопрос зачем, почему и так далее. То есть видеть глубину происходящего, либо делающегося и так далее. То есть вот получается 5 ключевых стремлений, которые, по сути дела, вбирают в себя все основные мотивы, потребности, которые есть у человека и, соответственно, у ученика. Зачем они нам нужны, вот эти вот, почему их разделяем мы, да? Да за тем, чтобы, опираясь на них, мы можем предлагать ученику как раз делать такое обучение, которое бы вытекало бы из его потребностей, из его нужды, необходимости, а не просто было приказом каким-то, да, делай то или сё.
Вот, поэтому хотя бы еще мы должны понимать, что раз их 5, то, наверное, уделять внимание нужно каждому из них, да? Какое? Одинаковое ли им надо внимание уделять, или же разное? Чему больше надо уделять на уроках внимание? Познанию, созданию, взаимодействию, смысловому осознанию. Чему? То есть, что это, все равнозначные они или нет? Ну, эти вопросы есть, они существуют, на них нужно искать ответы, но тем не менее мы хотим, мы должны хотя бы их определить, по каким направлениям эти вопросы мы будем задавать. Итак, вот 5 ключевых стремлений мы назвали. Давайте посмотрим подетальнее на каждое стремление, которое уже будем говорить в режиме деятельности. То есть стремление, как некий пружинный такой потенциал, оно при необходимости, при возможности переходит в деятельность. Да? То есть стремящийся ученик, ему можно предложить, или он сам это сделает, реализовать свое стремление, и тогда он начинает уже переходить к деятельности. Вот стремление познавать мир, оно переходит к когнитивным видам деятельности. То есть изучению мира и знания о них, в общем, о нем тоже. Ну и познание себя.